Всем привет! Сегодня речь пойдет о Воткинс Гlen State Park. You are here. И мы по этой штуке пойдем. Но я не знаю, докуда мы, конечно, дойдем. Здесь мы, наверное, не пройдем. Мы наверняка не дойдем, и мы наверняка не будем здесь. Наверняка. Наверняка не будем в воде. Да, видишь, вот там вот внизу трейл, по которому я хотел пройти основной. Он закрыт. Что-то последнее время нам в наших путешествиях везет. То на закрытые трейлы, то на закрытые дороги, то на закрытые парки. Караул какой-то. Да, закрыто. Жалко. Вот там вот было бы классно погулять. В целом, как выяснилось, все равно есть куда сходить, есть где погулять, и нам эта прогулка очень понравилась. Если вас вдруг внезапно занесет на север штата Нью-Йорк, обязательно к посещению, я считаю. Если честно, почему-то не очень много рекламы про этот каньон, не знаю почему. Мне кажется, он заслуживает гораздо большего внимания. Если бы мне про него не рассказали друзья, я бы, наверное, и не знал, что он существует. Пойдем детей догонять. Пойдем детей догонять. А там впереди волна, оно типа как быстрее этого идет. Ага. Цвет меняет вода, да? Да. Вообще, я считаю, нам с погодой повезло, наверное, может быть. Сложный, конечно, вопрос, но вообще очень интересно. С одной стороны, мы рассчитывали увидеть золотую осень, и мы ее увидели. С другой стороны, штат Нью-Йорк ни разу нас не побаловал солнечными днями, но, видимо, такой уж штат, что тут поделаешь, как не приедешь сюда, все время пасмурные дожди. Не, наверное, солнце здесь, конечно, бывает, но не тогда, когда мы приезжаем. О, смотри, вот туда вот, внутрь, туда вот щель, и там водопад внутрь. Когда мы сюда приехали, было жутко холодно. Шел дождь, дул ветер. Мы вообще думали, околеем в этом каньоне. Но, как оказалось, в каньоне было достаточно тепло. Красиво это вообще. А я смогу сделать еще одну фотку? Парковка совсем рядом со входом в каньон. Мы оделись, как на Северный полюс, задубели, пока дошли до каньона, а в каньоне было настолько нам жарко, что мы сняли и куртки, и свитера, и в итоге полпрогулки шли в майке и несли с собой кучу одежды. Так что имейте в виду, погода очень обманчива. Лужа глубокая? Да, я не буду наступать в лужу. Идти вперед, прыгать по лужам. Можешь, сейчас. Сделать типа микс реальной жизни и персон. А почему? Школу забирать. А меня не надо до школы забирать. Да, но будильник я не выключал. О. Как вы догадываетесь, вернулись мы в машину грязные и мокрые до чертиков, потому что и сверху лило, и, в общем-то, пройти мимо луж в некоторых местах было просто невозможно. Пап, это... Чего вы нереально? Да. Это выглядит очень круто. В каком штате? Нью-Йорк. Нью-Йорк? Я не знаю, тут Нью-Йорк может быть настолько красивым. Видишь? Нью-Йорк это просто место. Оказывается, Нью-Йорк может быть вот таким красивым. Да. Ну, это, например, потому что мы не в Нью-Йорк, Нью-Йорк. Угу. И это настоящее место. Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк. Это Очень. фотка, правда, классная, хоть там ничего нету. Да.
было чтобы место красивое. Место очень красивое. Это каждая фотка красивая. Там сильнее. Между прочим, этот парк один из старейших парков. Он был открыт аж в 1863 году. Аж на 40 лет раньше, чем открыли Йеллоустоун. Я папа, это сделали увеличенную, и это... Делали, да? You are here. Я хочу снять кофту. И назывался он тогда Lover's Lane. Место для романтиков. Смотри вообще куда-то не туда. Ну ладно, не так далеко до этого моста. Не так уж и далеко. Сидеть. Ага. Ну, можно обратно. Сзади. Ну, вот тут классная фоточка. Ну, фоточка типа у воды вот поплавать. Нравится. В 1902 году сюда запустили железнодорожные экскурсии. Представляете, насколько это место стало популярным для жителей Нью-Йорка? Значит, просто. Пойдем дальше. Сейчас 9. Это значит, поворотить на 9? Сначала все мосты были деревянными, но в 1935 году их заменили каменными шедеврами. И это в самом деле так. Эти мосты в самом деле какой-то шедевр. И это правда. Вода будет темная. А вы знали, что в штате Нью-Йорк 6 тысяч парков штата? Ничего себе цифра, да? И этот парк занимает стабильно 3-ю позицию в списке лучших парков штата. Все едут смотреть Нью-Йорк как небоскребы, но оказывается здесь целых 6 тысяч парков. Ого-го. Надо, конечно, поизучать, какие еще входят в список, хотя бы, не знаю, 10 лучших и посмотреть их всех тоже. Ну вот мы наконец-то добрались до самого интересного водопада, который называется Rainbow Falls. Как понятно из названия, здесь должна была быть, по идее, радуга. Ну да, погода такая, что радугу мы не увидели. Вообще, наверное, надо быть диким везунчиком для того, чтобы приехать сюда, когда солнечная погода, да еще и солнышко так повернуто, что реально в этом водопаде формируется радуга. Но это не про нас. Но мы хотя бы на водопад посмотрели. А водопад в самом деле очень красивый. Ну, просто очень. Интересно, что в этот парк есть вход как с юга, так и с севера. И мы заехали с юга и пошли наверх. И очень правильно сделали. И вам советую делать точно так же. Во-первых, потому что это подъем наверх, и пока вы будете идти, вы хорошенько устанете. Но когда наконец доберетесь до красот, обратно возвращаться будет достаточно легко, потому что назад вся дорога будет вниз. Мы не прошли этот весь трейл до конца. Мы, как вы поняли, развернулись возле этого водопада. Трейл продолжается дальше, и там еще много-много-много всего красивого. Так что, если есть желание, то, конечно, можно продолжить путешествие по этому трейлу и пройти его весь. Хотя нам, если честно, хватило и этой части, и вдохновиться, и насладиться красотой. В общем, однозначно стоит даже хотя бы такая небольшая короткая прогулка. Обязательно надо посетить. Вообще всего здесь 19 водопадов. Да, И очень. перепад высоты от начала трейла до конца трейла аж 122 метра.
Так что, если едете в штат Нью-Йорк, обязательно посмотрите, что есть еще, кроме самого города Нью-Йорка. Потому что есть еще очень много всего красивого. Это уж точно. А еще не думайте, что это место безлюдное. Снять его так, чтобы не было людей, достаточно сложно. Приходится достаточно долго выждать. Вот эта женщина, например, с длинным фотоаппаратом, мне кажется, там простояла несколько часов, чтобы сделать кадр, когда хоть как-то нету людей. Ну, вы сами видите. Я тоже обычно долго выжидаю момента, чтобы снять такие кадры, чтобы никто не мешался и было как можно меньше людей, либо их не было вообще. И это, я вам хочу сказать, непростая задача. Но мы отправимся обратно в машину сохнуть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я канал не забросил, хоть видео стали выходить немножечко реже, я все-таки хочу делать видео почаще, наверное. Буду стараться. В общем, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем пока-пока.